Всем привет! Зрители канала Алекс Моторный неоднократно просили сделать видеоролики про церкви и храмы города. Идя навстречу пожеланиям зрителей канала, мы сделали несколько видеосюжетов про церкви и храмы Харькова. И если эта тема будет интересна зрителям канала, то тогда продолжим в дальнейших видеороликах рассказывать про самые известные, значимые и не только храмы, соборы и церкви нашего города. В сегодняшнем выпуске история одного из самых известных соборов Харькова, построенного еще в 17 веке. Настоящий символ и визитная карточка города – Свято-Покровский мужской монастырь. Покровский храм был возведен местными казаками в 1689 году за пределами тогдашних границ Харьковской крепости. И если быть точным, то вблизи ее северной стены. Для казацкого войска Покрова Пресвятой Богородицы является большим праздником, поэтому они и построили церковь в честь своей небесной покровительницы. В этом же году Покровский храм осветил митрополит Аврамий. Изначально он был казацким городским храмом, однако в 1709 году Харьковскую крепость расширили в северном направлении, после чего Покровский храм оказался внутри нее. Стоит отметить, что окружавший храм земельный участок до этого принадлежал харьковскому полковнику Федору Шедловскому. На этом участке были расположены несколько небольших деревянных и хозяйственных строений. Вдобавок, недалеко от Покровского храма началось возведение большого двухэтажного каменного дома с подвалом, а с южной и западной стороны был разбит сад. В 1708 году владение домом перешло к Лаврентию Шедловскому, который приходился племянником харьковскому полковнику. В то же время участок вместе с садом, а также находившимися на нем строениями были отданы князю Кантемиру. Интересно еще то, что в свое время от Покровского храма пролегал подземный ход к реке Лопань, обустроенный на случай осады Харькова татарами. К тому же месторасположение колокольни храма, ее крепкие стены и длинные узкие окна-бойницы являются свидетельством того, что ее включили в систему оборонительных укреплений Харьковской крепости. В 1726 году произошло важное событие, которое отразилось не только на культурной жизни слобожанщины, но и на дальнейшей судьбе Покровского храма. Так, по инициативе епископа Белгородского Епифания Тихорского и генерал-губернатора князя Михаила Голицына в Харькове учредили Свято-Покровский мужской училищный монастырь. Название получил по присоединенному к монастырю синодальным указам от 1729 года. В итоге Покровский храм стал монастырским и коллегиальным, в результате чего он был отремонтирован, украшен внутри и снабжен различной церковной утварью. К тому же в 1732 году на колокольне установили колокол весом 1 тонна 600 килограмм. Что касается коллегиума, то в нем занимались до 500 детей, а знаменитый философ Григорий Сковорода преподавал здесь поэтику, древнегреческий язык и христианское добронравие. Уже в 1768 году при коллегиуме открыли так называемые прибавочные классы, где преподавались различные прикладные науки. Такие классы готовили дворянских детей к госслужбе. В этот период Свято-Покровский училищный монастырь быстро обретает славу одного из основных православных и учебно-просветительских центров Украины, наряду с Киево-Могилянской академией. В 1799 году Преосвященный Епифаний преобразовывает коллегиум в училищный монастырь. В 1818 году построен новый каменный дом и домовая церковь, а в 1820-1826 годах архиерейский дом. В 1846 году архиерейская кафедра была перенесена в Успенский собор вместе со всем штатом. К тому времени монастырь населяли всего 8 монахов. Необходимость совершать богослужение привела к увеличению числа иеромонахов
а также монастырской братьи вообще. В конце 1850-х годов усыпальница под нижним храмом монастыря, представлявшая до тех пор просто подвал, была расширена и превращена в церковь, названную так, как прежде называлась Нижняя церковь Трехсвятительской. С 1844 года главной святыней монастыря стала азерянская икона Божьей Матери, которая ежегодно переносилась на зимние месяцы из Курьерского монастыря в Покровский. Выставлялась в Верхней Покровской церкви, где было устроено отопление горячим воздухом. Но храм не мог вместить всех паломников, и в 1896 году была освящена Азерянская церковь. Массивное здание нового храма закрыло изящный силуэт Покровского собора со стороны Университетской горки, но вернуло монастырскому комплексу необходимую монументальность, потерянную с началом многоэтажной застройки города. Боковые пределы церкви были посвящены в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова и великомученика Димитрия Солунского. Был также устроен нижний храм с усыпальницей, куда из закрытой Трехсвятительской церкви перенесли прах архиепископа Милетия, гробница которого была устроена в церкви не в стене, а открыта. В 1901 году в Харьков был назначен преосвященный Флавиан Городецкий. Более года он руководил Харьковской епархией, но за это короткое время успел оставить после себя добрую память. Он впервые совершил службу в новогоднюю ночь в 1903 году в Покровском храме. Этот обычай сохранился и в дальнейшем не только в Харькове, но и в уездных городах. В 1922 году в Харькове состоялся суд над наместником Покровского монастыря игуменом Палладием, который стал им в 1919 году с уходом войск добровольческой армии генерала Деникина. Палладия осудили на 1 год общественно-принудительных работ. Вина игумена Палладия заключалась в том, что в Покровском монастыре не оказалось дореволюционного описания. Но монастырское имущество никто по описанию не сдавал и не принимал, потому что с Белой армией Харьков покинул бывший наместник обители, а новый стал исполнять свои обязанности и послушания с 1920 года. Власти всеми силами пытались закрыть монастырь. Для этого они пользовались услугами новоявленной обновленческой живой церкви, так сказать, сборища шарлатанов и аферистов. Постановлением Харьковского горисполкома было принято решение закрыть Харьковский Свято-Покровский монастырь, впрочем, как и все другие монастыри епархии. В ответ на это постановление братья монастыря отказалась добровольно покинуть свою обитель и подала в комиссию по отделению церкви от государства прошение об учреждении религиозной общины. Но все же 30 сентября 1922 года решением власти Покровский мужской монастырь был закрыт с выдворением братьев в провинциальные монастыри, которые они пожелают выбрать уже для своего места жительства. 27 ноября 1922 года Живая Церковь ходатайствует о передаче им бывшего Покровского монастыря. С 1922 года монастырские помещения были заняты разными организациями. В этом же году в Харьковский исторический музей, расположенный на территории Покровского монастыря, из разоренного монастыря в Лубнах были перевезены мощи святителя Афанасия Царьградского, где находились до 1948 года. В 30-е годы XX века чудотворный образ иконы Божьей Матери Азерянской был утрачен. Остались лишь многочисленные списки, существенно отличающиеся от первообраза. Существует несколько версий его исчезновения. По одной из них икона сожжена безбожниками на территории храма трех святителей Гольберговская церковь. По другой икона вывезена за границу. 24 октября 1941 года
в Харьков вошла немецкая армия. В Церковно-историческом музее Харьковской епархии содержатся сведения о злодеяниях гитлеровцев по отношению к верующим. Священников брали с улицы и заставляли выполнять унизительные работы. В рясе и с крестом шагать под конвоем на улице, выгоняли из квартир, грабили, врывались в храмы. Верующих насильственно забирали в праздничные дни на работы, прекращали богослужения, выводя молящихся из храма и угрожая им арестами и расстрелами. В 1944 году здание архиерейского дома было отобрано и передано в пользование Харьковскому историческому музею. После войны изменилось несколько потеплевшее отношение государства к церкви, хотя еще в 1945 году у церкви окончательно был отобран один из старейших храмов города – монастырский Покровский собор. Епархиальное управление продолжало находиться на территории монастыря в бывшем корпусе наместника, которое он делил с военкоматом Дзержинского на то время района Харькова. Равномерно вся территория Покровского монастыря стала представлять собой музейный городок. В 1949 году было торжественно отпраздновано 150-летие Харьковской епархии. В 1958 году украинская реставрационная организация «Буд-Монумент» приступила к ремонтным работам городского памятника архитектуры Покровского собора. Были восстановлены крыши, заколочены вывалы-вкладки, заложены временными кладками и щитами оконные и дверные проемы. Далее работа по восстановлению Покровского храма проходила преимущественно на бумаге. В 1967 году работы по реставрации собора и колокольни были возобновлены, но вскоре снова законсервированы, а историко-архивные и натурные исследования по храму продолжили искусствовед Дегтярев и архитектор Корнеева. С приходом на кафедру митрополита Никодима отношения между церковью и городской властью, благодаря усиленным трудам владыки, стали немного теплее. Молитвами и заботами владыки Никодима Свято-Покровский мужской монастырь Харькова был возвращен церкви. В 1990 году церкви был передан Покровский храм. Первым наместником после открытия монастыря стал архимандрит Виталий. 14 октября 1990 года впервые за долгие 68 лет забвения торжественно был отмечен престольный праздник святой обители Покров Пресвятой Богородицы. В 1997 году Харьковский исторический музей освободил первое помещение архиерейского дома, переехав в помещение бывшей гостиницы Покровского монастыря по улице Университетской. Окончательно последним зданием исторический музей освободил в 2003 году. К началу 2000-х годов завершена реставрация Покровского собора. Восстановлены постройки XIX века. Перед архиерейским домом, служащим резиденцией митрополита Харьковского и Богодуховского и зданием епархиального управления, установлены памятные знаки 2000-летия Рождества Христова и 200-летия Харьковской епархии. Чуть позже обустраивается территория монастыря, реконструируются хозяйственные постройки, ремонтируется жилой братский корпус, облагораживается монастырский двор. В Озерянском храме находится бесценное сокровище – дар владыки Никодима, киот со святыми мощами и камнями из святой земли, всего более 50 святынь. В августе 2004 года был возрожден церковно-исторический музей, который был освящен митрополитом Никодимом,
его главным организатором и жертвователем. 31 декабря 2008 года была возобновлена традиция служб в новогоднюю ночь, установленная в далеком 1903 году. Мая 2012 года руководителем Харьковской епархии и священно-архимандритом Покровского монастыря утверждается архиепископ Ануфрий. Первым знаменательным событием, отметившим начало архиерейского правления вновь утвержденного архипастыря, стало празднование 20-летия Харьковского архиерейского собора 1992 года. Покровский собор – это венец украинской архитектуры XVII века. Храм расположен очень удачно. Он как будто парит над живописной долиной рек Харьков и Лопань. Свято-Покровская обитель, двигаясь по пути Возрождения, и доныне указывает вечный путь христианам в Царство Божие через множество земных скорбей, которые она и сама претерпела. После реконструкции территория Покровского монастыря стала одним из самых живописных уголков города. Возрожденный монастырь вернул себе статус духовного центра Харьковщины. Сюда ежедневно приходят верующие, чтобы получить благословение Божие и поклониться святыне. Кстати, друзья, на канале уже есть пара видео про храмы и церкви Харькова, которые остались только в нашей памяти и на фото, а также про Успенский собор. Посмотреть вы можете про них, перейдя по ссылкам в описании к данному видео, которое сейчас смотрите. Я благодарю всех за внимание. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч!